Дорогие друзья, всем привет! Вы находитесь на канале туристического агентства Solana Tour. Меня зовут Павел. Это у нас видео относится к новостной рубрике. Не спешите переключать видео. Будьте в курсе, новости нужно тоже знать. На сегодня первая у нас новость такая. Компания «Газпром» стали владельцами компании SWOT International, управляющей отелями концерна в Краснодарском крае. Как свидетельствуют данные системы Spark Interfax, новым владельцем отельного оператора стали ООО «Газпром», управление активами 57% и ООО «Газпром Питание» 43%. Ранее владельцами компании были ООО «Владение В» 99,99% и ООО «Инвестстрой» 0,01%. SWOT International управляет горно-туристическим центром ПАО «Газпром» гостиничный комплекс «Гранд Отель Поляна», который имеет 5 звезд, также комплексом «Поляна 1389», отель «СПА», комплексом для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» и развлекательным центром «Галактика». Ну, точно все идет к тому, что скоро мы будем ездить только в Крым и Краснодарский край. И не только летом, но еще и зимой. Следующая новость у нас такая. Таиланд объявил трехэтапный план открытия основных курортов страны для привитых туристов. Центр управления экономической ситуацией Таиланда одобрил трехэтапный план открытия 6 основных туристических провинций для вакцинированных иностранных туристов, сообщает Управление по туризму Таиланда. Таиланд принял дорожную карту по открытию для иностранных туристов с прививкой 6 основных туристических провинций: Пхукет, Краби, Пхангга, Самуи, Паттайя и Чингмай. План предполагает трехэтапное ослабление карантина, которое будет проходить вплоть до 4-го квартала 2021 года, говорится в сообщении. Как отмечает СТАТ, утверждение дорожной карты последовало сразу за объявлением Минздрава страны о сокращении с 1 апреля карантина до 7 дней для вакцинированных иностранных туристов. Первый этап проходит с апреля по июнь. Туристам с прививкой разрешено проходить карантин в утвержденных правительством отелях и других объектах. Им разрешено покидать свои номера для посещения фитнеса, клубов или бассейнов, занятия спортом на свежем воздухе. Также можно самостоятельно приобретать продукты в разрешенных магазинах и ресторанах на территории отелей, покидать территорию гостиницы по одобренным властями маршрутам. Второй этап запланирован с июля по сентябрь. Он касается острова Пхукет, который станет первым местом, где иностранные туристы с прививкой не будут соблюдать карантин в рамках плана под названием «Песочница Пхукета». Предлагается, что вакцинированные гости смогут путешествовать по острову также по специальным маршрутам в течение 7 дней, а потом им разрешат посещение других тайских направлений. Важно отметить, что в это время остальные 5 курортов по-прежнему будут принимать туристов на условиях первого этапа дорожной карты. Третий этап должен пройти с октября по декабрь, когда Краби, Пхангга, Самуи, Паттайя и Чиангмай присоединятся к Пхукету и отменят карантин для прибывающих иностранных туристов с прививкой. При въезде в Таиланд иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, ковидный паспорт или Travel Pass. При этом для туристов сохраняется требование иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, а прививка должна быть сделана не позже, чем за 2 недели и не ранее, чем за 3 месяца до въезда в страну. Как напомнили в ТАТ, вакцинированным туристам также потребуется страховка от COVID-19 с минимальным покрытием $100 тысяч и подтверждение брони в гостинице, аккредитованной правительством для прохождения карантина. В настоящее время в Таиланде признают следующие вакцины: китайскую Sinovac, англо-шведскую AstraZeneca, немецкую BioNTech, американские Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Ну вот, Европа спутник 5 не признает, Таиланд теперь спутник 5 не признает. Нам-то куда деваться, вот обычным гражданам? Какие нам вакцины делать? Так получается, сделаешь и выехать никуда не можешь. Все. Зимой получается: «Газпром, привет, мы едем к тебе на горные лыжи». Следующая новость у нас такая. В Сочи будет создан новый горный курорт
«Долина Васта» за 80 миллиардов рублей. Госкорпорация развития ВПРФ, группа Интеррос и компания Vesta Discovery подписали соглашение о взаимодействии для реализации проекта по созданию всесезонного горного курорта «Долина Васта» в Сочи. Планируемые инвестиции в проект 80 миллиардов рублей, а ежегодный турпоток будет 1,5 миллиона человек. Как сообщает пресс-служба ВПРФ, проект всесезонного горного курорта «Долина Васта» в Сочи предусматривает создание с 2021 по 2025 годы необходимой туристической инфраструктуры для оздоровительного горнолыжного отдыха. На территории Сочинского национального парка будет создана комфортная среда для круглосуточного отдыха с центром бальнеологии и курортологии, включающими санаторий, пансионаты и спа-отели. Для любителей горнолыжного отдыха запланировано 80 километров трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 километров. Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму около 80 миллиардов рублей. Предполагается, что источниками финансирования станут собственные и заемные средства. Обеспечивающая инженерная и транспортная инфраструктура будет построена за счет бюджетных источников. Появление в горном кластере Сочи высококлассного санаторного курортного комплекса «Долина Васта» обеспечит 2500 новых рабочих мест с учетом развития сопутствующих сервисов до 5000. Простимулирует малое и среднее предпринимательство, будет способствовать социально-экономическому и культурному развитию региона, деятельность курортов в общем позволит совершать миллиардные налоговые отчисления в бюджет различных уровней, говорится в сообщении корпорации. Авторы проекта ожидают, что в год новый курорт будет посещать 1,5 миллиона туристов. Государственная корпорация развития ВПРФ рассматривает вопрос об участии в организации и проведении экспертизы проекта «Долина Васта», инвестиционном и финансовом консультировании при его реализации, а также при организации синдицированного проекта финансирования. Компания «Интеррос» выступает в качестве инвестора для организации финансирования проекта. Реализацией проекта занимается компания Vesta Discovery, которая обеспечивает подготовку проектно-сметной документации, получение права собственности и эксплуатации объектов, входящих в состав проекта, а также выступает в качестве соинвестора и обеспечивает привлечением заемных средств, говорится в сообщении. Что там 80 миллиардов? Мы и 180 миллиардов, если надо, можем без проблем выкинуть на ветер. Следующая новость у нас такая. Туроператоры попросили Мишустина продлить льготы по взносам в гарантийные фонды. Представители общественных объединений в сфере туризма попросили главу правительства Михаила Мишустина обнулить, как и в прошлом году, взносы в резервный фонд и фонды персональной ответственности, турпомощи, поскольку турбизнес по-прежнему находится в тяжелом положении из-за закрытых границ и отсутствия полноценных продаж. Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, это позволит туроператорам в ситуации продолжающихся ограничений продолжить туроператорскую деятельность, существенно сократить расходы и при этом иметь в собственном распоряжении достаточное количество средств для исполнения обязательств перед туристами. Она напомнила, что 15 апреля истекает срок оплаты взносов туроператоров в фонды персональной ответственности и резервный фонд турпомощи. Но в отсутствие полноценного бизнеса у большинства туроператоров по выездному туризму сейчас нет возможности сделать фонд взнос, который может достигать 500 тысяч рублей. А если они не заплатят, то будут исключены из федерального реестра и потеряют право на туроператорскую деятельность. Но и это еще не все. Автоматически на них перестанут распространяться нормы постановления правительства РФ от 20 июля 2020 года за номером 1073 об отсрочке обязательств по несостоявшимся из-за пандемии турам, но и вернуть клиентам деньги в этой ситуации компании тоже не смогут. То есть возникает угроза, что туристы неотложенными турами не смогут воспользоваться, ни деньги за них получить. В письме также подчеркивается, что сейчас за рубежом отдыхает минимальное число туристов и сумма средств в резервном фонде более чем достаточно для оказания экстренной помощи при необходимости.
Вот. Кто-то получит 80 миллиардов на долина Васта, а кто-то свои несколько десятков тысяч рублей не сможет ни вернуть, ни воспользоваться. Как хотите, так и живите. Друзья, с вами был Павел. Я еще раз вам напоминаю, кто не подписан на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь. Те, кто досмотрел наше видео до конца, от меня вам лично лайк. Спасибо за то, что вы нас смотрите. Спасибо за то, что вы с нами. До новых встреч. Пока-пока.